И снова здравствуйте. Продолжая тему цельнокроенного рукава. Сегодня будет достаточно важная часть. Основная проблематика цельнокроенного рукава– это то, как правильно он должен выглядеть, что считать ошибками, а что считать особенностями. Для начала кратко. Как строится цельнокроенный рукав, обычно его основные действия. Я схематично изобразила цельнокроенный рукав, база от выбранного какого-то силуэта, прилегающего, полуприлегающего, свободного, прямого. Вариант А по прямой, вплоть до того, что ткань перегнуть можно по наклону плеча. Это схематично, это не как строится. И вариант В, больший наклон рукава, вплоть до отвесного. Видно, что на варианте А обозначенная база, ее пройма и выточка не имеют абсолютно никакого значения. Так кажется. Вариант Б. Он может быть необъемным, с малой свободой, и выточки у него сохраняются. Насколько? Это уже вопрос к модели и к фигуре. Вариант В обычно идет для узких рукавов, для малообъемных изделий. Поэтому логично, что там сохраняются выточки. Разница с обычным вточным рукавом заключается лишь в отсутствии шва, проймы и, соответственно, нижней части линии, которая должна быть подстроена под модель, но при этом позволять двигаться. Соответственно, происходят те изменения, которые есть, но силуэт, он сохраняется. Да, некоторое углубление в связи с нижней линией для глубины проймы идет, но основа стройности силуэта, малообъемности сохраняется. За счет чего происходит основное построение? Основное построение заключается в том, чтобы часть нагрудной выточки, в принципе, неважно, куда она изначально построена. Как говорится, в плечо выточка нагрудная строится для удобства построения. Хотя с этим согласны не все. Некоторые строят изначально в бок или куда-то еще. Я строю вообще в точку основания шеи. Но часть выточки переносится в пройму. То есть строится изначально с меньшей шириной раствора выточки. Обычно рекомендуется его переносить в пройму для удлинения проймы, для ее свободы. Потому что, как мы понимаем, выточка нужна для того, чтобы прилегать изделию к фигуре, повторять максимально его контуры. Сам по себе цельнокроенный рукав в своих характеристиках закладывает меньшее прилегание, большую свободу, уплощение. Поэтому изначально вся выточка не нужна. Насколько ее раскрывать, насколько нужна свобода, это уже по желанию, по модели, по ткани, по фигуре. Переносится некоторая часть выточки. И дальше, в зависимости от того, какой изначально был раствор выточки, ширина его, она может сохраняться. Либо она может куда-то в другое место перенестись, в горловину, в талию, либо куда-то еще по ситуации. Возможно, это будет какая-то отрезная кокетка, и спокойно будет выточка переведена в этот рельеф, и ее не будет. Я уже упоминала в предыдущих роликах, что чем свободнее силуэт, тем лучше, когда и рукав, соответственно, также имеет большую ширину. Это не какой-то тип рукава, это просто усредненные показатели. Шире изделие свободнее, большая прибавка на свободу облегания, шире рукав. Ниже глубина проймы, шире рукав. Обычно считается, что ширина рукава соответствует ширине изделия. И образ гармоничнее. В любых учебниках по построению обычно указывается построение базы. Все остальное уже относится к моделированию. Так вот, именно построение базы является и основополагающим, и в то же время самым сложным. Потому что здесь нет ничего того, чем можно было бы прикрыть, убрать куда-то что-то. В том числе модели, которые строятся по базе, являются обычно самыми сложными. Например, платье с цельнокроенным рукавом, ну, допустим, тип Б. Сам по себе рукав считается достаточно таким акцентным. Его свобода, отличие от силуэта, уже привлекают внимание. Если ткань несет, или трикотаж, в себе своеобразие какое-то,
это может быть структура материала, это может быть, например, рисунок. Большой, крупный, не хочется разделять его какими-то рельефами, подрезами, в том числе выточками. И приходишь к пониманию того, что вроде бы вариант Б, небольшая свобода облегания, а выточка, ну здесь ну совсем никуда. Вот и получается, что выточку надо куда-то девать, а расслабленная выточка означает расслабленный образ. Как мы помним, выточка – это разница по длине между линией, на которую опирается ткань, и до следующей горизонтальной линии, параллельной, допустим, линии груди. И вот разница в длинах – это и есть выточка. Например, между центром изделия, между точкой основания шеи и талии, между окончанием плеча и талией будут разные длины по телу. Ткань спускается одинаково, равной длиной, и, соответственно, вот эту разницу в длине ткани и тела надо забирать в выточку. Если мы эту выточку не используем, раскрываем, то, соответственно, ткани надо куда-то деваться. Она свисает. Так вот, сегодня не об особенностях построения, куда сколько отложить. Если есть понимание того, что такое выточка, какой вам нужен силуэт, предлагаю рассмотреть на набросках следующие ситуации. Художник из меня не очень, но надеюсь, вы сможете понять. Начнем с самого простого. Для чего это? Представь себе такую ситуацию. Вы стоите у зеркала, на вас надето какое-то изделие. И вот вы смотрите, что бывает спереди, оно таким носом корабля вздернуто, или сзади. Бывает одновременно и там, и там. Сразу могу сказать, что, скорее всего, изделие у вас достаточно свободное. А вот это вот уже и есть, с одной стороны, особенность накроенного рукава, с другой стороны, это особенность силуэта выбранной формы изделия, свободы. Все-таки, согласитесь, силуэт и форма – это не одно и то же. И корректность конструкции. Сразу могу сказать, что происходит следующее. Когда рука направлена вниз, если, допустим, был выбран свободный силуэт формы А или Б, это встречается чаще. Когда рука направлена вниз, ткань вся за рукой идет вниз, ниже положенного, вот углубление такое. Происходит отталкивание ткани назад. Длина у нее, какая была изначально от 7-го шейного позвонка вниз, длина изделия такая и осталась. Когда эта ткань опускается, из-за того, что и точка опоры от руки сместилась вниз, она выталкивает ширину ткани назад, и от этого приподнимается, в том числе, ткань сверху. Также и спереди. Предлагаю вам для понимания ситуации провести следующий эксперимент. У меня здесь изображено две ситуации. Предлагаю вам встать перед зеркалом, взять средней длины или длинное полотенце, перекинуть его через руку и плечо от основания шеи по прямой, когда рука отведена вверх под 90 градусов к телу, примерно на равном расстоянии спереди и сзади, чтобы не было перевеса вперед или назад, расположить ткань. Простыня до пола будет малоинформативно, а вот какое-то полотенце или небольшой отрез ткани позволит вполне понять. Вот изделие висит ровно. Как мы видим, свободно от тела. У него равные длины, что по центру, что по краям. Когда рука направлена вниз, конечно же, вот здесь, от окончания плеча вниз, ничто не заставит ткань просто так саму по себе прилегать к телу. Она будет спокойно, как водопад, спускаться. Насколько ее хватит, настолько она и будет по длине. Вот эта точка опоры, конец окончания плеча, параллельно оно примерно до какой-то точки доходит.
где-то она получается здесь. Вы можете увидеть сами на своем легком примере, что ткань, вот эта точка опоры в данный момент была, сейчас этой опоры нет. Поэтому она просто провисает вниз свободной формой, по свободной линии. Вот здесь до конца плеча от точки основания шеи была линия опоры ткани. От окончания плеча до окончания ткани была своя опора. Сейчас этой опоры нет, но ширина соответствовала по низу. Получается, что все вот эти параллельные линии, сейчас они уже расположены иначе. И ткань ведет себя соответственно. Вот это вот максимальная последняя точка опоры для всего для всей вот этой вот части ткани, полотна. То есть вот от нее, от этой единственной точки опоры, идет все направление для ткани. То есть от нее, от единственной, она теперь на себе держит все вот эти линии. Как они могут, так прямо вниз направляются. Но располагались-то они вот здесь на таком расстоянии, а сейчас они где-то примерно вниз от этой точки. По линии, по прямой идут. В том числе и вот эта дальняя точка. Это самая дальняя от нее точка. И вот она где-то вниз вот здесь располагается. То есть все вот это расстояние, оно как-то тоже стремится сюда, но насколько можно, насколько его хватает. То есть получается, что наша, допустим, вот эта линия бедра. Насколько она была и насколько она спустится вниз. То есть изделие становится ниже, а вот это все выталкивается общей массой сюда. Оно не будет стремиться вот прям вот располагаться, как оно было отвесно. Или оно не будет как-то в одном месте очень близко располагаться. Как ткань свободно может располагаться, так она и располагается. Это тот вариант, когда полы изделия, халата, плаща, пальто, пиджака раскрываются. Длина какой была, такая длина и осталась. И, естественно, она уходит вверх, выше, относительно всей основной массы. Изделие прилегает к боку. Здесь получается объем, и остальная часть выталкивается вперед. Но, повторюсь, длина у нее осталась та же. Если ее по центру вытолкнуть вперед куда-то, либо назад, здесь мы говорим о целиковом изделии, когда у нас не только одна часть, и она спокойно может вокруг тела располагаться, а представьте себе, что здесь сталкиваются две половинки, совмещенные, ну, застежкой или неразрезной перед. Он будет друг с другом, конфликтуя, выходить вперед. Не вокруг тела располагаться выше, а обе половинки не могут на одном месте располагаться, поэтому они, будучи застегнутыми, допустим, или неразрезными, они будут выталкиваться вперед, выше. Вот и получается, что изделие выталкивается, и, естественно, этой длине надо куда-то деваться. Особенно если ткань плотная, жесткая, она будет подниматься вверх. Например, сухая бязь, футер трехнитка с начесом. Предлагаю далее взглянуть на наброски. Прямой силуэт, свободная форма. Соответственно, свободный рукав по типу А я отметила сиреневым точки опоры для плеча, постоянные точки опоры. Естественно, здесь, получается, нет никаких выточек. Оранжевый – это постоянная линия опоры. Оранжевый штрих – это линия опоры в данный момент. Естественно, сложностью дополнительной выбором моделирования является компромисс, как я уже много раз говорила, между тем, как изделие выглядит по изначальной модели и в движении, когда, например, рука направлена вниз. Окончание плеча.
крайняя точка опоры. И, соответственно, вниз идет синяя стрелка того, какой участок на эту линию опоры приходится. Расстояние, что по руке здесь, все линии параллельно в сторону идущие, они вот этому расстоянию параллельно направленные равны. Ну или потом идет на заужение, тоже не так важно. Изделие не прилегает по низу, по талии. Линия низа ровная. То же самое когда рука направлена вниз. Мы видим, что расстояния равны изначально по глубине проймы. Как я говорила, что вся вот эта конечная точка, она является опорной, и все, которые были параллельными, теперь устремляются вниз. Параллель идет от верхнего среза до нижнего. Они какими были параллельными, такими и остались. Но они уже устремляются как могут вниз. Вся вот эта ширина дополнительная, внешняя от линии, от линии, идущей от конечной точки плеча, это свободная в бок идущая ширина, не имеет опоры, только зависит вот от этой точки, вот этот крайний срез. Крайняя линия, срез от точки зависит. И поэтому получается, что насколько она вниз была, настолько она и осталась почти. И от нее вниз спускается длина. По типу А, например, обычно вот здесь у нас идет, когда рука направлена вверх, вся ткань располагается по руке. Но в типе А обычно наклон плеча, а здесь по прямой. Соответственно, здесь находится дополнительное расстояние, свободное. И здесь, поднимая руку, мы его поддерживаем. Направляя руку вниз, появляется вот этот свободный зазор. И постепенно, вот расстояние достаточно большое между рукой и телом. Но все-таки, свисая вниз, ткань, особенно если она тяжелая, устремляется ниже. Она примыкает к боку. Давайте рассмотрим другой вариант. Тот же рукав, тот же силуэт, все то же самое. Изделие может быть абсолютно любым свободным по низу от талии. Если есть на талии или, допустим, на бедрах фиксирующая резинка, пояс, то получается, что вся длина от талии до низа, какая была параллельными линиями, так она параллельно вниз и спускается, потому что у нас вот этот пояс является опорным и меняет свое положение, форму, все то, что от одной опоры до другой. Возникает случай вот этот вот. Когда талия фиксирует параллельно все, что вниз, а вот этот участок образуется складками и уже идет в сторону примыкания к боку. Поэтому никто никогда не расскажет, какие должны быть рекомендации в одном случае. Допустим, вот здесь у вас могут быть бедра значительно уже. И тогда эта точка, она будет опорой для расстояния еще до бедра изначально. И оно может сместиться из-за смещения вот этой ткани. Возможно, у вас бедра значительно шире. И тогда ткань, будучи вот такой по ширине изделия, оно будет прилегающим по бедрам из-за его ширины. И тогда получается именно вот такой вариант. Когда ткань не может смещаться ниже, потому что она зафиксирована. Расслабляя выточку, например, в пройму, мы увеличиваем расстояние от
окончания плеча увеличиваем пройму, длину, и расстояние, которое от окончания плеча на теле, допустим, до талии, остается тем же, а ткани становится больше. Когда рука направлена вниз, ничего не является опорой, и вот это вот удлинение, оно, естественно, устремляется вниз. Во вточном рукаве может быть некоторый объем дополнительный для плеча, для формы, самим рукавом задан. Естественно, что в моделировании цельнокроенного рукава также возможны свои варианты, но это уже в моделировании. А в изначальном, базовом, у вточного здесь есть объем, а здесь все идет одной ровной плоскостью. И для того, чтобы на объемные плечи, которые явно здесь достаточно более объемные, округлые, чем плоскость перед проймой, для этого нужна некоторая свобода, для удобства, для облегания. И поэтому окончание плеча немного поднимают вверх. Получается, что первое — это расслабить немного выточку, сантиметра на 2. Расчет идет из вот этого раствора ширины, не из линии, которая идет на разнице полуобхват груди 2 минус 1. Нет, расчет идет из вот этой ширины. Например, у меня выточка около 4 сантиметров вот здесь. Здесь, соответственно, она будет около 8. Чем длиннее расстояние от центра груди до линии плеча, тем шире раствор выточки. Поэтому во всех формулах расчета ширины выточки на плече идет указание примерное: плюс 1-2 сантиметра, то есть полуобхват груди 2 минус 1, умноженное на 2 значения, и дальше. Кто-то просто оставляет, кто-то добавляет 1 или 2 сантиметра. Никто не скажет никогда точно, потому что все зависит еще и от этой длины. Поэтому, убирая отсюда примерно пару сантиметров, уменьшая ширину раствора выточки, сделать это расстояние более плоским, не таким прилегающим, чуть свободнее, удобнее. И поднимают окончание плеча. Опять-таки, насколько, как это все по ситуации модели, по наклону плеч. Здесь тоже, соответственно, это все по-разному. Возможно, это будет больше, допустим, на накладки на плечи. Возможно, вы строите достаточно короткий цельнокроенный рукав, даже не полный по форме. Там тоже свои некоторые особенности, так называемое удлиненное плечо. И поэтому все по модели, по ситуации. Если у вас достаточно яркая фигура, выраженная, то вполне возможно, что в базовой выкройке у вас не одна выточка, а, допустим, 2. Либо сама по себе она очень значительная. Естественно, всю ее раскрывать, например, в пройму, как это можно сделать для подростка, там, где можно это полностью раскрыть, вот сюда. Если выточка изначально маленькая, небольшая, и вы ее всю предполагаете раскрыть в область проймы, то, в принципе, можно заметить, что вариант Б можно построить вот по такому плану. Просто по наклону плеча идет линия рукава. Не надо кусочек сюда, часть выточки, часть размоделировать куда-то еще. Если она небольшая, ее можно сюда размоделировать. Плечо приподнимается до вот такого уровня, и, соответственно, дальше строится нужный формат. Если выточка на нормальный размер груди, то эту оставшуюся часть выточки можно оставить в плече, можно перевести в горловину. Все это должно идти, исходя из того, куда и как будет перемещаться ваш объем относительно тела в готовом изделии. Поэтому рекомендации вряд ли могут быть строгими. Если вы понимаете, что перевод выточки в пройму удлинит пройму и расслабленность будет в этой зоне, и изделие малого объема, достаточно прилегающее, то просто здесь будет небольшая слабина. В моем недавно отшитом платье мне по фактуре материала совершенно не нужна была вот эта выточка. Но и изделие прилегающим быть не могло.
опять-таки по фактуре материала. Поэтому я выточку перевела, как обычно, в бок. Исходя из того, что изделие закреплено поясом или резинкой, вся вот эта часть остается на месте. И кроме того, что удлинилась от обычного перевода изначального пройма, от пары сантиметров, переведенных в пройму, вот это смещение оставшейся части нагрудной выточки из-за мягкого материала, оно дало здесь небольшую волну, но в общем широком рукаве, так называемая летучая мышь, при руке, направленной вниз, оно смотрится едино. Нет никакого кричащего, что это дисбаланс, что здесь неправильно что-то построено. То же самое можно сказать и о плечевой выточке. Возможно, могли появиться вопросы, зачем я так усложняю, ведь можно просто всю выточку перевести в пройму и избавиться от нее. Да, можно, но эффект будет разный. Во-первых, есть функция ВТО. Не на всех тканях она возможна, поэтому надо об этом помнить. Она позволяет укорачивать, удлинять срезы. Какие есть моменты? Спинка и полочка должны быть одинаковых боковых срезов, если не предполагается какой-то при посадке, для того, чтобы их одинаково совмещать в один шов. Это естественно. Поэтому шов полочки должен соотноситься с длиной шва спинки. Ширина рукава, который получается из глубины проймы, также играет роль в образе, и, соответственно, ширина переда и ширина спинки тоже должны быть соответственны. В спинку обычно переходит лишь небольшая выточка плечевая, которая несоизмерима с величиной нагрудной выточки, поэтому изменение будет очень разительным по переду и по спине. Важно совмещение рисунка. Наклон плеча играет роль в совмещении рисунка, если он есть. Также играет роль в наклонности рукава расположение нитей основы. В данном случае на первом рисунке карандашом изображена база, и вся выточка переведена в пройму. Рукав по наклону просто проведен ровными линиями и чуть-чуть углубленная пройма. Ширина рукава получается такой, какой она вырисовывается к данной глубине проймы. Расстояние от талии до линии глубины проймы, каким было, таким и осталось. Поднялась конечная точка плеча, и сама линия длины проймы изменилась. Длина бока какой была, такой и осталась. Можно соотносить это со спинкой, хотя в данном случае получается достаточно широкий рукав. Линия низа получается параллельной. Конечно, ее в конце можно заужать, но не всем по рисунку. По каким-то параметрам это подходит. Если нужен абсолютно прямой рукав, то он достаточно широкий. Линия низа получается длинной, ближе к линии верха. Линию округлую перехода низа рукава в линию бока можно рисовать по желанию. Теперь предлагаю сравнить это со вторым вариантом. Абсолютно та же база, та же выточка. Чуть-чуть для удлинения проймы переведено также в пройму, как и во всех предыдущих вариантах раньше рассмотренных. Соответственно, линия проймы чуть-чуть удлинилась. Это обозначено шагом 1. Линия проймы удлинилась, линия бока осталась та же. Глубина линии проймы чуть-чуть углублена. Так же, как и в первом случае. Все то же самое. А вот следующий шаг, номер 2. Перевод всей оставшейся выточки к линии бока. Получается, что длина проймы остается той же. Перемещается не фрагмент от плеча до проймы по части 1, а вся плечевая часть до линий, обозначенных шагом 2. Они поднимаются вверх весь этот участок. То есть удлиняется линия бока. Выточка на плече смыкается, а вот линия бока удлиняется. Конечно же, соотносить со спинкой нам это не очень хорошо. Но если мы, как и прежде, ширину рукава, нижнюю линию проводим параллельно верхней линии к линии глубины проймы, можно заметить, что, будучи более высокой, ширина получается уже. Мы можем при желании по-другому совмещать уже, чем в варианте 1 рисунок. Мы можем получить более узкий рукав, потому что напомню, что вариант рукава Б подходит для нешироких изделий. И, соответственно, не сильно расширенный рукав по основной всей своей длине может быть уже.
длину рукава, абсолютно ту же длину я взяла для второго варианта. Получается рукав более узкий. Как же его теперь соотнести с линией спинки? Для того, чтобы произвести это, переход боковой линии к линии рукава можно начинать на том же уровне. Можно заметить, что в принципе можно нарисовать любую линию по округлости. Вероятнее всего она будет ближе к линии летучая мышь, ластовица будет шире, и линию можно нарисовать покороче. Исходя из того, что рукав уже и он начинается гораздо выше, то линия выглядит короче, но по факту она будет такой же длиной. Ниже ластовица, шире. В эту ластовицу попадает как раз-таки при достаточно высоком положении выточки, когда она достаточно высоко относительно линии глубины проймы переведена, не к талии куда-то, а высоко в боку, ближе к линии груди, то эта выточка попадает в рукав, в зону вот этой ластовицы, округления. Поэтому она смотрится единообразно с ним. Рукав более изящный, узкий, немножко другой стиль получается за счет расширения ластовицы. Поэтому разница есть. Надо играть, смотреть по ткани, по возможности ВТО, по необходимости совмещения, по рисунку. Творчество. Остальные подробности, относящиеся уже более конкретно к строению, в том числе и к балансу, будут в следующем ролике. До скорых новых встреч!